Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Уже завтра стартует новая игра от команды Юсефа Фареса, ранее создавших одни из лучших кооперативных проектов A Way Out и It Takes Two. Чего ожидать от Split Fiction, нам рассказывают журналисты. Новинку называют лучшим творением Hazelight Studios на сегодняшний день, и в то же время одним из самых продуманных и увлекательных кооперативов на PlayStation 5. Split Fiction невероятно разнообразна, одна механика сменяется другой и каждая проработана до мелочей. Оторваться невозможно. Уровни всегда разные, у всех свои уникальные запоминающиеся фишки. Непредсказуемость того, как каждый новый левел и побочная история изменит фон и игровой процесс, это огромная часть того, что делает Split Fiction такой увлекательной. Она полна азарта, красоты, радости и откровенного абсурда. Это техническое чудо, которое раздвигает границы дизайна, не отказываясь от идеи, что видеоигры нужно проходить вместе с друзьями и близкими. Во многих отношениях Split Fiction является духовным наследником It Takes Two. Игровой процесс идентичен, как и сюжетная структура, и во всем остальном игра следует традициям прошлых творений студии. И хотя некоторым рецензентам не хватило каких-то свежих идей, а сам сюжет называют клишированным и менее эмоциональным, нежели в той же It Takes Two, Split Fiction все равно остается достойным проектом. А кто-то прочит ей звание самой важной и лучшей игры 2025 года. Но это мы с Семеном скоро проверим. Split Fiction стартует 6 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, без перевода на русский. Activision официально призналась, ремейк 3 и 4 частей Tony Hawk's Pro Skater в разработке. Создатели ремейка намерены не только наделить старые проекты свежим графоном и музыкой, но завести также и новые режимы, скейтеров, локации, добавить больше сложных трюков и многое другое. В расширенных режимах Create a Skater и Create a Park игроки смогут создавать собственные испытания и делиться ими между собой. Ожидается несколько изданий. В Deluxe-версии можно будет сыграть за палача Рока и ревенанта из Doom, правда это удовольствие будет стоить лишние $20, а в коллекционочку засунут целую доску для полноразмерного скейтборда с автографом самого Тони Хоука. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также в Game Pass без русской локализации 11 июля. Журналист и интернет-шпион Том Хендерсон накопал инфы о мультиплеерном экстракшн-шутере по Far Cry, а именно о том, что разработка его была перезапущена. Напомню, что это проект Ubisoft под кодовым названием Maverick, который изначально представлял собой онлайн-режим для грядущей Far Cry 7, но впоследствии превратившийся в отдельную игру. По словам источников Хендерсона, Maverick вернулся к стадии проектирования, то бишь чуть ли не к самому началу разработки. Причина неизвестна, но поговаривают, что в этом как-то замешана новая стратегия Ubisoft по оптимизации команд, проектов и расходов. А вот по поводу самой Far Cry 7 инсайдеры говорят, что все гуд, ждем в 2026. Ряды разработчиков пополнились, им дали больше денег, в общем, все идет по плану. В феврале Blizzard наконец возобновила отношения с китайской компанией NetEase, что послужило Overwatch 2 вратами к аудитории Поднебесной. Инвесторы призадумались, не повлияет ли это на показатели Marvel Rivals, которую продвигает та же NetEase. Представители компании сообщают, что китайский рынок велик, место найдется всем. Следовательно, эти две игры не обязательно рассматривать в качестве прямых конкурентов. Несмотря на это, Marvel Rivals продолжает доминировать над Over'ом в плане отношения игроков. Marvel Rivals оценивают в Steam очень положительно, на уровне 80%, в то время как Overwatch 2 до сих пор не восстановила свою репутацию и барахтается в основном отрицательных отзывах. Капитан, веселый Роджер на горизонте. Final Fantasy XVI после выхода патча 1.03 наконец-то избавилась от пресловутой денувы. Обычно, как только эту штуку срезают, производительность игр улучшается, но в случае с финалкой игроки продолжают жаловаться на те же проблемы, что были на релизе. При игре в 1080 и 1440p фреймрейт до сих пор с трудом достигает отметки в 60 кадров, чему не помогает даже смена настроек. Но храбрым буконьерам нет до этого дела. Да и игра все равно годная, Ян не даст соврать, и 79% положительных обзоров в Steam тоже.
Немногие знают, но у знаменитого романа Джорджа Оруэлла 1984 был игровой сиквел, вернее должен был быть. Проект Big Brother, представляющий собой смесь Riven и Quake, разрабатывала команда Media X. Его планировали выпустить еще в 1998 году, но пока разработчики творили, студия лишилась лицензии на роман, да и денег успели потратить на то время уже немало, вследствие чего игра была отменена, несмотря на публикации в игровых журналах и даже показ на E3. В Big Brother главным героем выступал некий Эрик Блэр, от лица которого мы должны были исследовать мир антиутопии, управляемый большим братом и полицией мысли. Блэр пытался разыскать пропавшую жену, сталкиваясь на пути с головоломками и повстанцами, борющимися против деспотичного режима. Долгие годы Big Brother считали утерянной, пока пользователь под ником ShedTroll не выложил демку на archive.org. Сборка является альфой от 4 января 1999 года, но в файлах присутствуют уровни и логика из полной версии, по словам автора утечки. В общем, заценить можно. А вы бы не отказались от такого продолжения? Не внимая проблемам с производительностью, игроки яростно покупают Monster Hunter Wilds. Всего за 3 дня было продано 8 миллионов копий. Тем, кто успел поиграть, очень уж понравилась трапеза с участием сырных лепешек. Японские геймеры хвалят разработчиков за то, как еда показана на экране, а кто-то подхватил тренд и начал публиковать фотки блюда, приготовленного своими руками. Одной токийской закусочной даже пришлось срочно закупаться сыром из-за нахлынувших ртов, алчущих тесто под плавленной кисломолочной вкуснятиной. Вот так, пока одни детально прорабатывают покачивание грудей и ляжек, другие нашли иной способ привлечь аудиторию. Как огромный фанат мучных изделий, сию инициативу неистово поддерживаю. Эх, аж кушать захотелось, надо пойти навернуть что-нибудь сырненького. И вам желаю приятного аппетита, но сперва загляните на наш сайт и зачитайте предварительный обзор Solasta 2 от Кирилла Волошина. Вкусных вам лепешек и отличного дня!